коллеги! Хотите связать снуд спицами быстро и легко? Если да, то этот видеоурок «Вязание снуда спицами» специально для вас. Данный снуд выполняется простым двухсторонним узором, для вязания которого используются лицевые и изнаночные петли. Отдельные видеоуроки по вязанию петель вы можете посмотреть, ссылочка выскочит здесь, либо в описании в инфобоксе под этим видео. Процесс вязания данного снуда очень простой, поэтому справится даже начинающий в вязании. Сам снуд вяжется по кругу, то есть здесь нет никаких швов, и на что обращаю ваше внимание, сам узор очень хорошо тянется, поэтому наборный край и закрытие петель обязательно выполняйте свободно, чтобы в процессе носки эти края не стягивались. И также вот смотрите, светлый, вот он очень хорошо тянется. А теперь перемещаемся за стол и рассмотрим. Итак, для вязания этих снудов я использовала пряжу Alize Lana Gold, это полушерсть 100 грамм на 240 метров. Вязание выполняла спицами номер 4, это длина здесь 60 сантиметров, эти 40 сантиметров. И смотрите, для вязания светлого снуда я набирала 92 петли, для вязания синего снуда я использовала 70 петель. И давайте посмотрим по размерам. Значит, светлый снуд у меня шириной около 32 сантиметров, высоту он получается 24 сантиметра. И синий снуд, высота примерно 28-29 сантиметров и ширина 26 сантиметров. Итак, приступаем к вязанию. Берем спицы, пряжу и обычным способом набора выполняем набор петель. В данном случае я набираю 71 петлю. При этом на что обращаю ваше внимание, так как я набираю петли на одну спицу, край я делаю свободным. Общее количество 71 петля. После набора петель обязательно проверьте, чтобы наборный край вот этот у вас не перекрутился. И теперь вязание соединяем в круг. Для того, чтобы вязание соединить в круг, первую петлю перекидываю на правую спицу, левой спицей подхватываю последнюю петлю и опускаю на первую. После чего первую петлю возвращаю обратно и здесь затягиваю. Все, теперь начинаем вязание по кругу, и здесь я маркер ставлю для обозначения начала ряда. Первые два ряда выполняю полностью лицевые петли. И опять же вязание выполняю свободно. Полностью два ряда по кругу. Все петли лицевые. Два ряда лицевыми петлями провязали, теперь будем выполнять вязание самого уже узора. Итак, делаем накид, следующую петлю снимаем. Обратите внимание на расположение этой петли. Далее одна лицевая, и теперь повторяем. Накид, петлю снимаем. Лицевая петля. И так выполняем вязание этого ряда по кругу до конца. В завершении вязания первого ряда еще раз накид, петлю снимаем и лицевая петля. Теперь вязание второго ряда. Накид и снятую петлю вяжем вместе изнаночной. Следующая петля лицевая. И повторяем. Накид и снятая петля. Обязательно обратите внимание на расположение петель. 2 вместе изнаночной, лицевая. 2 вместе изнаночной, лицевая. 2 вместе изнаночной, лицевая. Выполняем вязание второго ряда до конца. В завершении вязания второго ряда еще раз изнаночная, лицевая. И смотрите, два ряда узора мы с вами сейчас провязали. Далее они в высоту повторяются необходимое количество раз.
При этом третий ряд я вместе с вами начинаю, и смотрите, обратите внимание на расположение петли. Накид делаю и петлю снимаю за заднюю стенку. Лицевая. Опять накид, за заднюю стенку петлю снимаю. Лицевая. Накид за заднюю стенку, лицевая. И затем выполняем вязание первого и второго ряда в высоту необходимое количество раз. При дальнейшем вязании хочется обратить ваше внимание на следующие моменты. Первое. Используйте маркеры для обозначения начала ряда. Вот смотрите, ряд заканчивается и дальше ряд начинается. Следующий момент. В каждом ряду лицевая выполняется над лицевой. А там, где у нас в прошлом ряду была изнаночная, мы ее снимаем с накидом и так далее. Следующий момент. Обязательно выполняйте вязание достаточно свободным, за счет чего вязание само полотно будет рыхлое и воздушное. После того, как выполнили вязание узором на необходимую высоту, также завершаем, как и начинали, 2 ряда лицевой гладью, то есть все петли лицевые. Также при вязании изнаночных петель обращайте внимание на расположение этой петли, и я ее выполняю за заднюю стенку петли. После того, как провязали 2 ряда лицевыми петлями, выполняем закрытие петель следующим образом. Первую петлю я сняла, следующую провязываю лицевой, на провязанную переснятую опустила. У нас осталась одна петля, дальше провязываю лицевой, на нее опускаю первую, одна осталась и так далее. Вяжем лицевой, на нее левой спицей опускаем. И так выполняем полностью закрытие петель. В завершение закрытия петель еще опускаем. Так, здесь петли мы закрыли, и смотрите, первую петлю, которую мы опускали с вами, ее подхватываем. Таким образом провязываем лицевую петлю, на нее опускаем. И все, на этом наше закрытие петель завершилось. Теперь через эту петлю также нить протягиваем, ее отрезаем, узелок здесь затягиваем. Я хвостики нити прячу при помощи крючка, то есть вот она, наборная цепочка, либо также закрывающая цепочка. На какое-то расстояние эту нить протягиваю, после чего ее отрезаю, и она будет у нас спрятана, то есть в процессе носки этот хвостик у нас торчать не будет. А после того, как ваш снуд полностью готов, самое время написать комментарий под этим видео, поделиться им и, конечно же, поставить класс. Затем сфотографироваться в вашем чудесном снуде и фотографию разместить в нашей группе в социальных сетях. Ссылки ниже в инфобоксе под этим видео. Будьте счастливы и, конечно же, до новых встреч!